Друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Итак, сегодня на дворе 23 августа 2024. Вот, посмотрите, какая прекраснейшая погода. Просто изумительная. Тепло, я бы даже сказал, просто жара. Вот тут фрукты поспевают, тут персики, там яблоки, здесь яблоки. Не знаю, куда уже девать эти яблоки. Значит, пробег на сегодняшний день 65 893. Ну, округлим 66 тысяч, да, без сотни. 66 тысяч. И сегодня, друзья, мы будем устанавливать на мотоцикл механический круиз-контроль. Вот так он выглядит. Вот именно такую модель я выбрал. Вот. Не знаю, как, конечно, он будет себя вести. Но дело все в том, что все идет постепенно, так сказать, как бы это правильно выразиться, не к закату, конечно, вот, но к тому, что уже нужно думать о каких-то вещах, которые облегчают, так сказать, труд того, кто управляет мотоциклом. Значит, да, и косвенно это говорит о чем? А говорит о том, что мы готовимся к следующему путешествию. Я хоть и зарекался в этом путешествии, что больше я не поеду ни в какую Турцию, а буду менять направление, но я буквально два слова сейчас скажу. Значит, я уже так начал немножечко планировать, в общем, обрисовал такую, скажем, рамку, да, вот рамку своего будущего путешествия на следующий год. Вот, и, кстати, название будет, я еще не придумал название, но примерно будет звучать так. Значит, 10 красивейших дорог на Африке Твин в одиночку. Вот. Ну, немножко такое громоздкое название, но смысл в чем состоит? Я хочу найти 10, значит, очень красивых дорог. Вот, ну, скорее всего, это, конечно, будут дороги грунтовые, горные, какие-то, возможно, перевалы. То есть, ну, понятно, вне асфальта. 10 таких очень красивых дорог. Африка Твин, значит, это будет означать, что на Африке Твин мы будем ехать полностью в снаряженном состоянии, да, полностью со снаряжением. Вот, не просто где-то подъехать и налегке забраться там куда-то там на эту красивую дорогу и вернуться назад. Нет, именно вот маршрут будет, значит, пролегать по этой дороге. Вот, и мотоцикл будет полностью снаряжен. Мы проедем на груженном мотоцикле по этим дорогам, и в одиночку. Это значит, что ну, эти дороги будут, в принципе, не столь сложные, да, потому что понятно, что если очень сложный там какой-то участок, опасный, да, в случае там где-то куда-то можно там завалиться, и одному на тяжелом мотоцикле, конечно, это будет. Вот, поэтому я буду планировать такие дороги, чтобы проехать все-таки в одиночку. Вот, но с другой стороны, должна дорога быть, конечно, красивой. Вот эти три условия я хочу как-то их реализовать. И я уже так немножечко набросал такую рамку, примерно где они будут проходить. И могу сказать, что без Турции на следующий год, наверное, тоже не обойтись. Да. Вот, ну, значит, там у меня уже есть пару дорог, которые я проезжал или которые я там как-то краем касался. Да, ну, это, значит, Балканы, Босния. В Боснии будет 2 дороги таких шикарных. Вот. Потом дальше Черногория, да, Монтенегро. Вот, там будет, потому что я хочу вернуться, там, я в одном месте там был, и из-за непогоды я немножечко не проехал. Вот я хотел вернуться, пройти этот маршрут еще раз. Вот, Монтенегро, потом дальше посмотрим. Это будет или в Македонию, или в Албанию. Греция, захвачу Грецию и, конечно, в Турцию. Вот. Как всегда, без того, чтобы что-нибудь переделать, доделать, редко получается. Короче говоря, вот эта штуковина. Вот сейчас я покажу, в чем проблема. Так, проблема в том,
Сюда нужно ставить еще вот это вот кольцо. Потому что без этого кольца эта резинка вот так вот съезжает, да, и получается, что фиксируется довольно газ плохо. Вот, но с этим кольцом получается вот это вот колесико, вот оно вот так вот, здесь слишком мало места. Вот это колесико, вот оно плотно входит. Вот, чтобы вставить это, нужно будет отрезать вот эту кромку от ручки. Я этого делать не хочу. Сейчас я вот эту попробую сточить, сколько возможно. Вставить. Может быть, она подастся вот так вот, сомнется немножко резинка. Вот, потому что здесь вот она пластмассина уже. Вот. И она упрется в эту пластмассину. Саму ручку. Вот резинка обожмется. Вот здесь практически она не выступает. Сюда вставляется вот эта шайба. Ну, по идее, правильно. Но я думаю, что хотя бы, если бы еще бы здесь миллиметра 3 она бы приподнялась, то было бы, конечно, лучше. Потому что все-таки, если даже вот ее откручивать, ее можно было вот так фиксировать, да. У нее еще есть место. Ну, посмотрим. Вот сколько тут. 3 миллиметра мне надо будет убрать. Здесь я, если 3 миллиметра уберу, она туда зайдет. Но здесь вот внутри тут миллиметров 5. Так. А здесь, потому что если я затяну вот этот болт, вот эта вот кромка, она должна упираться вот в этот руль. Поэтому, ё-моё, у меня флекс есть, но нету аккумулятора. Как бы я... Так, ну вот. Все-таки пришлось мне кусочек отрезать. Вот, значит, вот так я ее почти всю убрал. Вот я оставил вот так, чтобы она ровно была. Вот. Вот этот грузик. И она вставляется вот сюда. Вот. Короче, пришлось резинку эту чуть-чуть все-таки здесь обрезать, потому что она ее сдвигала и газ не сбрасывался. Сейчас он будет сбрасываться легко, потому что резинка здесь вот плотно отдевалась, плотно прилегала, и получалось так, что он крутился вместе вот с этим кольцом. А так как кольцо плотно стоит к этому колесику, у него не было свободного хода. А теперь будет, значит, колесико так упираться, и будет упираться уже вот в эту пластмассину под резинкой. Вот сюда. И тогда будет фиксировать. Вот. Сейчас мы все это дело соберем. Оп. И посмотрим. Кстати, ножичек швейцарский помог хорошо, остренький. Вот. Спасибо Женьку. Ну все. Будем собирать. Кстати, вот в руле еще вот такой вот груз. Вот так вот она застегивается сюда. Сейчас я смажу чуть-чуть этим, чтобы она там скользила легко. Такая вот смазочка. Может, туда брызнем. Во. Как по маслу. Так. Все. Дальше. Так. Так, резинку
сюда. Это сюда. Это сюда. Так. Хе. Так, смотрим. Так вот. Оп. Вот, все фиксируется. Потом вот так. Оп. Ну, надеюсь, что будет все четко. Вот, мне не хотелось ничего здесь городить. Есть такая прищепка, она вот так вот, ну, снимается. А это так, в общем-то, смотрится очень так органично, здорово. И ничего как бы конструктивного. Ну, единственное, вот только, да, она будет чуть-чуть легче. Вот эта вся деталь алюминиевая. И колесико алюминиевое, и вот это. Или это нет? Нет, алюминий, да. Внутри, это, кстати, китайский аналог, да, но я вот посмотрел, как он сделан. По-моему, оригинал, я не помню сейчас, как она называется, вот эта вот деталь пластмассовая, а это алюминиевая. Это сделано для того, чтобы, потому что алюминий в алюминии резьба, если там еще немножко попадет абразив, пыль, да, она будет, в общем, подклинивать и может, короче, вообще закусить. Поэтому нужен пластмасс. Вот. Здесь две алюминиевых детали, но пластмасс я не хотел вот это, чтобы деталь была пластмассовая, так как при падении это в первую очередь страдает. Вот. И я думаю, этот пластмасс может просто лопнуть и все. Вот. Поэтому это две алюминиевых детали, а внутри резьба, там сделано пластик вот так сделан. То есть сама резьба получается пластмассовая, втулочка. Вот. И это алюминий, так что все довольно неплохо. Сейчас мы это зафиксируем, чтобы он вот и вот, ну, еще можно газу. О, вот это вообще очень очень жестко. Вот и так хоп. Все, тут все порядок. Все затянуто. Все. Так, друзья, ну все. Круиз-контроль установлен. Вот еще один взгляд. Вот все я здесь установил. Вот. Видите? И вот здесь он фиксируется, там никаких вибраций никак не будет воздействия, потому что там уплотнительное кольцо, и надо усилия, чтобы сдвинуть. Вот. И плюс я здесь немножко подтянул, пластмассина уперлась, и он очень так плавно ходит. Это здорово. И получается вот уже начинает, ну еще газ сбрасывается, и только вот так вот раз, и все, газ уже фиксируется. Можно еще поджать, да, вот. И назад, оп. Вот, ну понятно, вот так вот газу даешь, и он фиксируется, ручка газа. Вот. Ну, посмотрим, поездим, посмотрим, как это все будет. Вернуть назад, в принципе, ничего сложного нет. Я здесь ничего не переделал, за исключением вот только, да, чуть-чуть я вот подрезал вот эту вот резинку. Вот. Ну, немножко там будет зазор, ну, подмотнем какой-нибудь оринг, и все будет нормально. Да, еще вот что я заметил, хочу похвалить Африку. Значит, последний раз я здесь, вот, видите, моя форма одежды, я в шортах.
Вообще я в шортах никогда не езжу, да, вот. Ну, здесь, понятно, я с дома до дачи, как бы. Последний раз я ездил на Туареге, я когда делал глушитель, все пытался там переделать, да, у меня есть видео. И я возвращался домой, еще там постоял немножко на железнодорожном переезде, потом поехал, и горячий воздух дул просто вот в колени, аж прям очень горячий воздух. То есть, ну, в брюках ты, может быть, не так ощущаешь, а вот в шортах, конечно, просто очень горячий воздух, аж прям, знаете, так на грани уже так держишь, и охота ноги немножко в сторону увести. Сегодня я поехал на Африке и обратил на это внимание. Нет, ничего, никакого горячего воздуха. Я потом руки вот так сюда, думаешь, где он дует-то здесь? А он дует вот сюда, в стороны. Видите? Здесь вот такие карманы сделаны. Вот они. И весь горячий воздух через радиатор, он уходит сюда в сторону. То есть в колени не попадает. Более того, я приехал, и заработали вентиляторы. Вот он, видите? Включились вентиляторы. Я так руку подставил. Даже здесь вот так вот не дует. Направляется, вот они, вот эти прорези, направляются вот строго вот сюда. Вот так вот. Вот под углом. Ну, конечно, ветром будет сдувать, когда, допустим, они будут работать. Но сделано так, я не знаю. Специально это, я думаю, что, наверное, все-таки конструктора продумывали этот момент, чтобы отводить горячий воздух немножко в сторону. Чтобы он не попадал на ноги. Так как, конечно, там, да, в мотоботах сидишь, там жарко, еще такая печка здесь дует тебе прям в колени. На Туареге как раз именно прям в колени, прям в ноги дует. И, возможно, я сейчас подумал, потому что сын мой говорил о том, что да, ноги там горят у него постоянно, если вот он здесь ездит по городу, особенно, да, вот. И мы думали, что это из-за катализатора, который там внизу стоит. Но я сейчас предполагаю, что, скорее всего, наверное, это именно вот поэтому, потому что там у него радиатор вот так спереди стоит, да, и прям так под баком четко, так сказать, в ноги направляется горячий воздух. Он не отсекается никуда, обдувает твои ноги, и это вызывает какой-то дискомфорт, конечно. Особенно, когда жаркая погода, ты спотел, мокрый, едешь, и еще такой этот горячий воздух. Здесь, в Африке, все продумано. Молодцы. Афричка. Перфект. Короче, все. Я сейчас собираюсь, еду домой. Вот, попробую круиз-контроль. У меня камера на штативе, я поэтому на шлем ее не буду ставить. И я приеду, попробую, и в гараже запишу конечный этот самый Ergebnis-тон, результат. Сразу скажу, что следующее видео будет, очевидно, значит, наверное, я сделаю обзор вот сумок своих. Сумок Криега, да, как и что после вот этого похода, после испытания я подробненько так все расскажу, плюсы и минусы, на мой взгляд. И так, друзья, ну вот результат, значит, все отлично, все просто шикарно. Да, немножко непривычно было, вот, потому что рука здесь вот лежит, и мизинец, вот, я всегда здесь на самом краю всегда руку держал. И мизинец упирается в это колесико, немножко непривычно просто, но работает все идеально. Вот оно зафиксировано здесь, я ее назад открутил, все отлично, оно довольно жестко. И потом просто нужно, допустим, в это состояние вот его повернул, да, газ еще сбрасывается вот так. Оно тоже, видите, ходит. И все, так вот повернул, и здесь вот. Я сейчас проехал буквально на подъем, так раз газу отрегулировал и едет. Руки отпустил, и все. Просто шикарно. Я думаю, что все это отлично. Вибраций никаких я не заметил. Вот, поэтому все. Вот. 65 900. Так что, ребята, все. Еще раз всем добра, счастья, удачи, любви. Пока.